У одного человека был осел, который много лет покорно возил на мельницу мешки с мукой, но к старости осел ослаб и стал негоден для работы. Тогда хозяин задумал уморить его голодом, но осел догадался, к чему идет дело, убежал и направился в город Бремен. Он решил наняться там в музыканты. Пройдя немного, осел увидел охотничью собаку. Она лежала на дороге и дышала так тяжело, как будто набегалась до изнеможения. «Чего ты так пыхтишь, полкан?» — спросил осел. «Ах», — отвечала собака, — «я стара, и с каждым днем становлюсь все слабее и уже не гожусь для охоты, поэтому мой хозяин хотел убить меня. Я убежала, куда глаза глядят. А чем же я буду теперь зарабатывать себе на хлеб?» «Знаешь что», — сказал осел, — «я иду в Бремен и наймусь там в музыканты. Иди со мной и тоже займись музыкой. Я буду играть на лютне, а ты станешь бить в барабан». Собака согласилась, и они пошли дальше. Вскоре они увидели на дороге кошку. Она сидела на дороге такая скучная, как 3 дня дождливой погоды. «Что с тобой приключилось, старая усомойка?» — спросил осел. «Кто же станет радоваться, если его схватят за глотку? Мои зубы иступились, и теперь я охотнее сижу за печкой и мурлычу, чем гоняюсь за мышами. Поэтому моя хозяйка задумала утопить меня. Конечно, я убежала, но кто мне теперь посоветует, куда идти? Идем с нами в Бремен, ты знаешь толк в музыке и сможешь наняться там в музыканты». Кошке это понравилось, и они пошли вместе. Потом наши беглецы проходили мимо какого-то двора. На воротах сидел петух и орал изо всех сил. «Чего ты так дерешь глотку?» — спросил осел. «Что с тобой?» «Это я предсказываю на завтра хорошую погоду», — ответил петух, «ведь завтра праздник. Но так как по этому случаю к нам приедут гости, моя хозяйка без всякого милосердия велела кухарке сварить из меня суп. Мне сегодня вечером должны отрубить голову. Вот я и кричу во все горло, пока еще могу». «Ну что ты красноголовый», — сказал осел, идем лучше с нами. Мы направляемся в Бремен. Что-нибудь получше смерти ты всюду найдешь. У тебя хороший голос, и если мы запоем хором, получится великолепно». Петуху понравилось это предложение, и они отправились дальше вчетвером. Но они не могли в один день добраться до Бремена и к вечеру пришли в лес, где решили переночевать. Осел и собака уселись под большим деревом, кошка устроилась на ветвях, а петух взлетел на самую верхушку дерева, где ему казалось всего безопасней. Прежде чем заснуть, петух поглядел на все 4 стороны, и вдруг ему показалось, что он видит вдали огонек. Он крикнул своим товарищам, что близко должен быть дом, потому что виден свет. «Тогда мы должны отправиться туда. Этот ночлег мне не нравится», — сказал осел. И собака заметила, что несколько косточек с остатками мяса очень пригодились бы ей. Итак, они отправились в ту сторону, где мерцал огонек. Свет становился все сильнее и сильнее, и, наконец, они пришли к ярко освещенному дому разбойников. Осел, как самый высокий, приблизился к окну и заглянул внутрь. «Что ты видишь, серый?» — спросил петух. «Что я вижу?» — ответил осел. «Накрытый стол с хорошей едой и питьем. А разбойники сидят вокруг и веселятся. Это было бы недурно и для нас», — сказал петух. «Да, да. Ах, если бы мы были там», — вздохнул осел. Тогда они стали советоваться, как бы им выгнать разбойников. И, наконец, придумали. Осел стал передними ногами на окно, собака вскочила на спину к ослу, кошка взобралась на собаку, а петух взлетел на голову кошки. Когда это было сделано, они разом начали свою музыку. Осел заревел, собака залаяла, кошка замяукала, петух запел. Потом они бросились через окно в комнату. Так что стекла зазвенели. Разбойники с ужасными воплями вскочили с мест. Они подумали, что к ним явилось привидение. И в великом страхе убежали в лес. Тогда 4 друзей уселись за стол и стали с удовольствием доедать все, что осталось. Они ели так, как будто им надо было наесться на 4 недели. Покончив с едой, дальше музыканты погасили свет и стали подыскивать себе место для отдыха. Каждый по своему вкусу и привычкам. Осел улегся во дворе на куче мусора, собака за дверью, кошка на очаге в теплом месте, а петух уселся на насесте. А так как они устали очень после долгой дороги, то сейчас же уснули. Когда миновала полночь, и разбойники уже издали заметили, что в доме не горит свет, и все как будто спокойно, атаман сказал: «Мы не должны были все же позволить так запугать нас». И он велел одному из разбойников пойти и осмотреть дом. Посланный, убедившись, что все спокойно, зашел в кухню, чтобы зажечь огонь. А так как он принял сверкающие глаза кошки, затлеющие угли, то сунул туда спичку, чтобы добыть огоньку.
Но кошка не любила шутить. Она кинулась на разбойника и вцепилась ему в лицо. Он ужасно испугался, бросился бежать и хотел было выскочить во двор, но собака, которая лежала за дверью, вскочила и укусила его за ногу. Когда он мчался через двор, мимо мусорной кучи, осел крепко легнул его задней ногой. А петух, которого разбудил шум, бодро закричал с насеста «Ку-ка-ре-ку». Разбойник пустился бежать изо всех сил к своему атаману. И сказал ему: там в доме ужасная ведьма. Она зашипела на меня и сцарапала мне лицо своими длинными когтями. За дверью стоял человек с ножом, он ранил меня в ногу. Во дворе лежало черное чудовище, которое набросилось на меня с дубиной. А наверху на крыше сидит судья, он как закричит: «Подавайте мне сюда этого мошенника». Тут уж я пустился бежать. С тех пор разбойники больше не решались подходить к дому. А 4 бременским музыкантам так понравилось в доме разбойников, что они остались там жить.